Ребят, всем привет! Не было у меня времени, был я в Нижнем, ставили печку. Приехал я в оконцовке, когда уже, можно сказать, поставили уже установку. Есть у меня на видео. Ставили установку. Вот, чуть-чуть я успел тут заснять, минутку. И нужно было ехать вести народ. Поставить ее поставили, но цилиндр основной не входит в стрелу. Вот. И сейчас хотим сделать как? Ее приподнять, саму стрелу приподнять. Александр попробует болгаркой там спилить, чтобы ухо у цилиндра зашло. Вы, наверное, спросите, а почему ты не сделаете там гидравликой? Потому что нет кардана. Кардан начинает этими крестовиной бить об трубу там внизу. Вот. И чтобы она не била, там надо другой флянец. Этот флянец все еще никак не привезут. Так что едем, Александр, уже там, возле слесарки. Так что погнали. Вот, ребят, зацепили. Примерно так. Вот такой был ремонт. Классный, да? Что цилиндр, вот видите, он монтажку ставит. То есть цилиндр туда не заходит. Там не то окалин, не то еще что-то. Вот, то есть, ну, непонятно. То есть он не встает и все, туда не входит. Вон Александр из слесарки протянет кабель. Я попробую еще приподниму вверх. Он, я не знаю, куда к колонии, или как он. Я не знаю, куда он его денет, конечно. Или может сюда положит, не знаю. И там попробует болгаркой срезать все эти там окалины или что. Ну, про кардан вы, наверное, поняли, да? Какой я имел в виду. Вот крутится который. Вот так у меня. То есть у него он задевает там за трубу. Вот. А почему задевает? Потому что между карданом и раздаткой там флянец такой. То есть он вот такой длины, наверное, сантиметров, может, 15. Его вот так укоротить бы, кардан выдвинулся по шлицам. Вот, и тогда было бы нормально, то есть он бы не задевал. А сейчас он получается, что крестовинами он прям бьет по этой трубе. Поставили они ее, в принципе, недолго. Краном сначала колонну и потом саму стрелу. И забили пальцем на том центральном. Леса, видите, как обычно, нет. Да, 4 дня уже. Сейчас застрял, вообще не вылазит. Домкратом хочет выжать сюда, то есть вон крючок вперед и сюда в цилиндр домкратом. И выжать его туда, я так понял. Так, у нас висит на выдвинутой телескопичке, спустили ниже, правда опускается. О, походу так зайдет палец. О, ребят, пошло, заходит пальчик. Ну вот, а краном когда ставили, замучились. Обошлось легким испугом, а мы уж тут подумали, что вот, сейчас тут точить, мочить и все такое. А тут вот, быстренько раз-два и все. Ребят, кто-то из вас спрашивали меня, как подсоединена у меня печка. Давайте сейчас посмотрим, как она подсоединена. То есть температурный датчик, провода туда на муфту, на вентилятор, кран и вот один шланг. Вот это нижний и вот верхний. Вот верхний. Видим, да, что нижний сюда запитан. Здесь вот термостат, вот водяная рубашка. Это нижний. Верхний пошел туда. Давайте посмотрим, сейчас прыгнем. Вот он идет и идет сюда, вот сюда, то есть на помпу. Вот так подсоединена печка. Работает она, блин, даже 100 с плюсом. Какой раз уже говорю, что впервые я встречаю такую машину, которую так жарит. Вот так вот, ребят, обошлось все малой кровью, как говорится. Когда краном ставили, ну ни в какую они не могли, ну, совпасть вот эти вот отверстия. Вот, как Александр говорит, что как только они не стучали, не били, ну нифига никак. Вот, и подумали, что вот это ухо у цилиндра или больше, или наоборот там, когда втулки они меняли на самой стреле, что там много окалин, типа того. И на той неделе решили, что именно сегодня вот будем делать это. А оказалось, вот все намного проще.
едем на место стоянки. То есть, ребят, кто-то из вас говорил, писал, что типа стремянку нужно. Вот, стремянку вот одну поставили. Учли ваши пожелания, как говорится, ну, советы. То есть вот стремяночка одна стоит. И еще одну туда дальше будем ставить. Но пока нет. Попозже привезут, Александр поставит еще одну. Вот, типа две тут, и получается саму установку будут держать. Вот, ребят, вам хочу показать. Вот, видите, вот флянец. И вон раздатка. И вот об эту трубу, вон, усилитель, или как он правильно называется, растяжка, труба. Вот об нее уже крестовинами бьет, стучит по ней. И вот нужен флянец поменьше, чтобы сюда ушла она, крестовина, чтобы не задевала. Пальцы крепишь, да, Сань? То есть еще совсем чуть-чуть, по мелочи. Вот еще находим после ремонта. То есть педаль, вот этот педаль, отломлен штырь. Вот на педаль на чем надета, на штырек, отломлена. Потом сломанные шарниры, то есть рычаги, вот эти шарики, на чем рычаги поворачиваются, то же самое отломлены. Здесь на распределителе тяги к чему, ну, там, к этим клапанам прикручено на болты, на подключено 12, то есть они большие, задевают друг за друга за тяги. И это еще не все, мы так думаем, что еще и еще. Шланги все длинные, да, Сань? Да, ну. Шланги все длинные вообще, ну то есть очень длинные, не по размерам. Наверное, думаю, еще найдем что-нибудь. Ребят, день следующий. Решили сделать, Александр вот, и я с ним, вот эти клапана. То есть перестало работать сцепление. Ну, то есть морозик вдарил, и все, стало замерзать. Вот, один клапан убрали с ресивера. И вот другие клапана. Сейчас хотим раскрутить, посмотреть, промазать, ВДХ пролить вот этой. И, возможно, заработает. Ржавчина. Лед, видишь? Лед, да. Вот он и фиговничает, значит. Вот, ребят, видите, ржавчина, лед, все такое. Вот это и замерзает. Вон вода прям галимая, да? Угу. И просушить надо. А там все сухо. Там сухо, да. Офигеть, там и песок, и что только нет. Ну кто же, видишь, прилипло, еле оторвал. Так, все, первый клапаночек прочистили, очистили от воды, от льда, от ржавчины, от грязи. Пробрызгали ВДХой и сейчас собираем. Так, вот верхние. Перевернули верхние другие два стаканчика. То есть эти вот уже более-менее. Нет такой ржавчины, но вот пыль. Вон сколько мусора. Так, ну ладно. Мне команда поступила ехать закинуть срезки. Загрузить тележечку. Поеду загружу. Пока я грузил срезки, Саня включил ПЖДшечку, прогрел. Вот сейчас только запустил мотор. Вот. Клапана эти там внутри. Все, поставил, сейчас будет пробовать. Во, ребят, видите? У него сбросило на сколько? А у меня бывает сбрасывает аж вот так. То есть на 12. Тогда думал, взорвется что-нибудь. Все, сцепление есть, да? Все, зашибись. Все, тормоза есть, сцепление заработало. Все, ништяк. Сказали забрать две осинины с Discovery. Типа в дрова. Вот эту кривую. И в середине тоже это Микина. Ну, типа тоже дрова. Че, Сань, клапы решил накинуть? Че, лед там или что? Вода. Ну вот. Она, видишь, как офигенно вставит ухо. Не то, что у меня она чуть поменьше, это больше. И все, и наискосок. А какая ремонтная? Вот это вроде, да? Была. А, да, вот она, ремонтная. Делали они что-то, разбирали они ее тогда. Я смотрел. Это я делал с Патриком. Да, это замок. Че, замерзла? Согревать надо? Загорелка, что ли? Отогрелось все хорошо? Ну, нормально. Супер. Следующий ход шланги, да? Все, ребят, лапы работают, выдвигаются нормально.
Все, замок работает. Лапа выезжает. Все ништяк, хорошо. О. Свободно, да? А с этой стороны, ребят, лапа ходит вот так ходуном. То есть эти штуки он не выезжает. Вот сейчас выкручиваем. Надо будет отмочить и все нормально сделать. Ремонт за ремонтом. Их видно, они даже не уезжают оттуда. Их надо стукнуть, мне кажется. Их этим болтом выдавит. Думаешь? Что не думаете? Никто не накрыл замочек. Водичка. И теперь там ледок, снежок. Ладно, сейчас отогреем. Так, ребят, ну что, сделали? Вот, раскрутили болты. Вон эти сухари вышли. Смазали их. Здесь то же самое. Ролик. Только вот такой штучкой. Ну, я думаю, без разницы. ВДХ. Она и есть ВДХ. То есть, хотя это очиститель дроссельной заслонки. Продается это в светофоре. Стоит вообще фигня. Рублей 80 стоит. Да около 100, короче. Нормально отъедает. Отмывает вот это. Всю такой вот солидол. Закоксовшийся. Отмывает сильно. Так что советую. Вот использовать такую штуку. Помогает офигенно. Вот сейчас мы трубочку вставляю для экономии, ну и для точности. И вот смотрите, ребят, фига что классно. Так, ребят, ну что, все, лапы повесили. Все прикрутили, шланги выровняли, все ровно. С той стороны тоже все прикручено, все выровнено, все затянуто. Остается броню намотать с той и с этой стороны, и будет все нормально. А сейчас время обеда, и вам всем приятного аппетита, кто обедает, ужинает или завтракает. Ребят, вот смотрите, сейчас начали мы тянуть сюда шланги к бочине. И вот смотрите, что получается. То есть один шланг идет с резиночкой, второй шланг с шариком. А переходники все под резинку. То есть пипец. Короче говоря, даже шланги нормально не могли сделать, то есть поменять. То есть, походу, какие шланги тоже были, такие впендюрили. Сделали сейчас еще шарниры. Тоже все убито было. Ну, вот эти были два, а вот эти были убиты. И вот шланги. Надо будет, наверное, менять шланг, если будет сопреть. Так что вот так, ребят. Такой вот ремонтик был. Сами еще толком не разберем. Вот, ребят, косячочек еще. Видите? То есть направление болтов. То есть они нормально не задевают. То есть когда она выходит. Здесь один так, один вот так. То есть задевает, видите? Но это ладно, перевернуть. Вот. Шланги заменены, но низ должен быть 90, угол. Верх должен быть 45. Потому что вот вся, получается, вот Александр сейчас кверху тянет их. И вот видите, что получается? То есть они не встают ровно. А если была она, угол здесь 45, они бы шли вот так два ровненько прям в паре. И здесь тоже так же. Угол 45, 45 и здесь 90. Они бы шли прямо вот так ровненько, аккуратненько. А не так вот друг в друга. Вот, ребят, хотел еще показать вам. Вот, смотрите, педаль. Штырь сломлен. После ремонтика. Такого классненького. То есть, та нормальная педаль. А здесь сломана. То есть, никто тут ничего не собирался даже делать. Шланги почти установили. Вот только единственный один остался. То есть, вот этот новый. Там резинка, а здесь яблоко. Вот. И Александр пошел сейчас посмотрит вагончики. Такой нормальный шланг. То есть, чтобы везде было с резинками. Чтобы потом не гадать. Типа как у меня тоже наполовину. Где яблоко, а где резинка. Вот. И уже будет все четко. Что все везде с резинками. Все как положено. Вот, ребят, флянец, про который я говорил ранее. То есть, вот из-за него... Вот если его укоротить, то есть вот это место подвинуть бы сюда, то есть поменьше сделать, то вот этот крестовин уже перестанет бить по трубе. Вот.
И вот причина в этом. То есть из-за него сейчас бьет по трубе вот крестовиной. Завтра должны привезти уже укороченный. И уже будем ставить кардан, заливать масло. Ну и все такое. Там дальше увидите.